Сейчас пехотинцы продолжают закрепляться в зачищенных руинах корпусов школы. Снайперы и наблюдатели отслеживают перемещение боевиков. Пехотинцы, закрепляющиеся в корпусах школы, доложили об обстреле и активизации боевиков в постройках за корпусами школы. Нанести удар по боевикам выдвигаются танкисты. Сейчас танки движутся в узком пространстве между школой и забором. Здесь имеет значение хорошая работа водителя-механика. Провести танк в таком узком пространстве требует большого мастерства и самообладания. Пехотинцы и снайперы сирийской армии прикрывают движение боевой машины. До боевиков не более 300 метров. Они могут попытаться подбить танк из противотанковых орудий. Первый выстрел в дома за частным сектором, граничащим со школой. Качество строительства в Сирии налицо. Здания, которые с одной стороны выглядят как руины, с обратной стороны относительно целы и позволяют боевикам активно сопротивляться. Свернув вправо, танк наносит удар по застройке, примыкающей к школьному корпусу. После залпа по танку бьют боевики из зданий слева, находящихся за частным сектором Джобора. Боевики не попадают. Снаряд детонирует, не достигнув танка и осыпав его осколками. Танкисты продолжают работать. Два выстрела, и танкисты идут вперед. Когда пыль оседает, видно, что танковыми выстрелами снесены перегородки зданий. Это оголяет позиции боевиков и заставляет их отходить глубже в Джобор. Подойдя вплотную к строениям, следует очередной удар.
Нанеся удар, танкисты разворачивают боевые машины и, включив дымовую завесу, отходят. Ствол обязательно в сторону противника. Отход под дымовую завесу, чтобы не дать использовать противотанковые ракетные комплексы из глубины Джобора. На сегодня операция закончена. Отвоеваны все корпуса школы. Обнаружены туннели, ведущие в центр Джобора. Обследовать туннели не предоставляется возможным, так как есть вероятность, что там все заминировано. Солдаты оборудуют посты у выходов из туннелей. Планируются дальнейшие действия по зачистке бизнес-центра, примыкающего к школе. Это огромное здание в более чем 2000 квадратных метров имеет связь с центром Джобора. Наличие подземного сообщения между этим бизнес-центром с корпусами школы и обуславливалось такое долгое противостояние в стенах учебного заведения. Но сегодня школа полностью взята под контроль сирийской армией. Однако ситуация остается напряженной, так как примыкающий к школе частный сектор находится под контролем боевиков. Дистанция между противниками всего 20-30 метров. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.